Давай. Сейчас папа поставит. Давай, все заново. Еще раз. А ты дом еще помнишь? Да. Дом помнишь? На старт, внимание, марш! О, глянь, как ты заехал, видишь? Получилось, сынок. Ты умничка. Ты попал. Что там? Эй, пропусти. У меня был дом моей мечты. Я любила, когда ко мне приходят гости. И я очень люблю старую мебель, и с тем количеством вещей, которые у меня были, я понимала, что они в квартиру не поместятся, мне куда-то их надо было разместить. Ну, у меня очень много всего было прикольного, и я не закончила ремонт. Ну, уже где что будет стоять, и где что будет висеть, и каким образом это все будет, ну, у меня в голове уже было, окончательный этап. Ну, наверное, так оно и останется у меня в голове, дом моей мечты. Теперь у меня уже нет дома моей мечты, теперь у меня есть другие мечты, ну, они поглобальнее. Это спортзал у нас. Я уже помню. А мы, когда закончится война, поедем в этот дом жить? Посмотрим. Да. А еще что он делает? Кушать колбаску. Вообще, мой папа был в шоке, когда мы купили дом возле аэропорта. Он сказал, это небезопасно. Я сказала, па, что может быть? И потом я подумала, зато когда я буду летать в Турцию или еще куда-то, я возьму чемодан и не буду париться, вызывать такси, что я не успею. Я просто выйду и пойду. Я подумала, вдруг что, вдруг война, я возьму чемодан и улечу. Наивная. Ну, такое. Есть. Я все снял. Короче, вокруг меня везде попало. Это моя стена задняя моего дома. А это вид сверху. Это я со второго этажа фотографирую эту летнюю кухню, в которую попала. Получается. Что? А у как мне помнить? Два момента, и он звездился. Я с Дива. 9 и 8. 9:11 уже, все. Пора спать. Тарас, 9 часов. Это же не один, не посмотри. Ну, Ты сказала, ты целый день играл. ты Под не одеяло играл. иди. А что ты делал? Не играл. Под одеяло иди. Ну, мама, хватай. Нельзя. Ну я тебе растерла, иди под одеяло. Ты целый день. Какой кошмар. Вот это учить уроки заставила, теперь спать. Не мать, а изверг. Залазь давай. Мама. Ну и теперь, когда я живу в общаге, самые хорошие годы в моей жизни начались сначала. Уже. Да? А что у тебя в кастрюле? Это твоя кастрюля? Да, буду суп варить. Ну, пока есть косточка. С салом. А куда же его девать? Ну, короче, собрались, они уехали. На следующий день она звонит, говорит, Света, хочешь прикол расскажу? Я говорю, какой? Она говорит, посмотри, что у тебя в холодильнике. Смотрю, она вместо жира забрала мою утку и поехала. Нормально? А они в одинаковых пакетах лежали. А жир не остался. Она с моей уткой подпрыгнула к Балю обратно. Я думаю, она специально это сделала. Нет. Ну, блядь. Что за маты? Ну вот, бывает. Ты же сказала, все Да. будет хорошо сегодня. Так все будет хорошо. У меня только вылазит какая-то фигня. Я же нашла анекдот. И вообще, вы свои мужские шуточки бросьте. Я, между прочим, феминистка. Нет, это лесбиянка. А мужик? Нет, это трансвестит. Кто свистит? Никто не свистит. Я считаю женщин венцом творения.
Все. Ну да. Будем. Ну что солянка и солянка каждый день. Мясо, солянка. Все. Не, ну они молодцы. Жалко, мой черный плащ остался в Донецке. Да, ну я так оделись. Я говорю, завтра вот так По одеваем. всей стране вовсю идут реформы, уже добрались даже до привата. Но кто же знал, что тронете святое? 8 марта, 8 марта. Когда узнала, кто это придумал, покрыла матом. Хулиганство и больницы растут, как на дрожжах у нас инфаркты. Главная угроза государству. 8 марта, 8 марта. Я им желаю, чтобы их прихватили. Права не віддавай. Кохай, права не віддавай. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Я никогда не пожалею, что из своего дома 200 квадратов я сейчас живу в общежитии. То есть я жила сначала в комнате, она была у меня, не знаю, квадратов 10, наверное, может 11. Ну, то есть микрокомната такая с моим количеством вещей. Я вообще барахольщица еще то теперь я переехала в огромную комнату 15 квадратов. И вообще я считаю, жилье это такое, это место, где я сплю. Ну, не знаю, для чего вообще люди строят такие большие дома странные какие-то. Да, теперь я понимаю, что это было сделано зря. Все деньги, которые я вложила в свой дом, лучше бы я потратила на путешествия. И вот я думаю, $100 000. Даже если поездка шикануть можно было, да, на пятерик в то время поехать всей семьей, то, блин, 20 раз бы я съездила куда-то. Не то много. Мам, если она рыбку умела кричать, у нее просто рот открытый. Она постоянно бы орала. И днем, и ночью. Вот почему мы купили себе глухонемую рыбку, да? А у всех остальных они кричат. Ты где ты? Носки одел? Рюкзак собрал? Вода есть? Какие ты? Ты что написал? Не толкни меня, пожалуйста. Папа, КТД. Где? Где? Где ты? Да. Ну, так и писал. Можно 20-очку? А 30-очку не хочешь? Можно 20-очку? Зачем тут? Надо. Ну, это не ответ. Пожалуйста. Не Ну, надо. это не... Ну, я тут раз... Смотри. Ты знаешь, он вот такой пирожный. Вот такой круглый. Мама, посмотри. Хочешь, я его заведу? Пиджак снимешь на стулку повесишь. Не вздумай сидеть в пиджаке. Ты все равно на следующий год с него вырастешь. Он будет как новый. Где тебе шапку? Ты вчера ходил гулять, до Толи ходил. Пошел разделся. Шапка где? И банды. А ты не банда. Все, пошлите. У них ног, а нас только двое.
молитвы. Все храмы и соборы Киева с подробным описанием проезда. Там дырка была. Вот такую я уже. Круто, ты опять на шпагат садишься? Ты тоже решила сидеть? Я что? Завтра уже опять школа. Ты уроки получил? Да, все. Точно все? Ладно, все. Там где А по-русскому надо было тоже стих, оказывается, выучить, да? Ты только на украинский. потом даже стильника не говорили. Только один. Ой, Тарас, что такое? Что ты еще не лег? Папа, до свидания, говори. Папа, пока я люблю. Пока, Саша, я тоже. Все, пока. Пока ты не ляжешь спать, тогда и я не ляжу спать. Заходи давай, встать, тут устроил. Заходи. Пока. Давай. Открыто. Нет, не выйдет. А что успею делать? Ну, посмотрим. Ты ж наказан, помнишь? 8 плюс 5. 13. Ты мне сказал... А что ты мне вообще сказал? Уже забыла. Отстань от меня. И даже прощения не попросил. Думаешь, ты гулять пойдешь? Открыл тетрадку. Раз. Посмотри на него. Ты что, вообще? Пиши давай. Долго сидеть над тобой буду. На меня это не работает. Давай, Сема, из чего состоит? Что такое, малыш? Говори. Маме не лезь. Говори, Тарас, что ты говорил только что? Повтори, пожалуйста, я не поняла. Тарас, говори. Не балуйся с конфетой. Не балуйся. Тебе мама сказала. Не балуйся с конфетой. Сейчас нашпрыкнешься на эту палку. Когда захватывали аэропорт, я знала, что мой ребенок недалеко от аэропорта в садике, да. И когда я позвонила воспитателю и говорю, куда вас эвакуировали, она мне говорит, никуда, дети спят. А дети спят в спальнях с окнами панорамными. Вот тогда я испытала самый большой страх. Потому что мне уже было все равно, бомбят, стреляют, кто бегает у меня по улице с автоматами или вертолеты или еще что-то. Мне было без разницы. Мне главное было дойти до садика и забрать его с этой спальни, в которой они спят. Они их даже в подвал не спустили детей. Вот реально в своей жизни это я испытала самый большой страх это в тот день. Все. Видишь, как все рождаются? Даже слоны так рождаются. Когда все закончится,
Ну, мне будет где-то 86 лет, и такая буду старая, такая бабка, короче. Я надеюсь, что я буду тогда еще ходить, и я лягу спать и не проснусь. И тогда все закончится. Или все только начнется. Я открою глаза в новом теле, и все начнется заново. Так, а у нас прямая трансляция. Короче, весь день идет дождь. Ну, это ничего. Зато у нас море. Море голубое. Кораблики. Мы никуда не пошли. Пришлось стоять под дождю. Но ничего. Мы не расстраиваемся.